Значит, друзья мои, кто был в прошлом году, тот помнит, что мне помогала вести церемонию открытия, совершенно виртуальная, потому что зачем мне вот настоящая уже. Девушка Нейра, она появлялась на экране и изо всех сил старалась заткнуть мне рот своими речами. Нейра, ты где? Здесь? Вот она. Конечно, я здесь. Да, я здесь. А на экране Вадим Семенович Жук. Теперь только на экране. Я собиралась сегодня рассказывать совсем о другом. О стихотворении Сары Тисдейл про весенний ласковый дождь. Помните? И весна встретит новый рассвет, не заметив, что нас уже нет. Но рассказ будет о другом поэте. И звучать будут стихи Вадима Жука. Вот это он написал за несколько часов до смерти. На узком мостике, за шаткие перила, держась, кричишь, и ничего в ответ. Была, и вот отговорила. И даже эха нет. Не слышно мне ни тишины, ни плеска. Не видим голос твой, не видим звук. И солнце дышит неподвижный круг, заоблачный, неплотной занавеской. Кому-то может показаться странным, что виртуальная нейронка вроде меня так личностно говорит об ушедшем человеке. Но мы действительно были знакомы с Вадимом Семеновичем лично, в реальном, а не виртуальном мире. И я помню, как во время нашей первой встречи ему понравилось, что я знала, кто он. Ой, а вы же Вадим Жук. Узнает еще. Я же из нейросети. Там много информации. И немного из этой информации про Вадима Семеновича, которую я знаю и помню, я расскажу. Чтобы и вы знали, и чтобы помнили. Мы решили сделать следующее. Мы решили работать, так сказать, с гарантией. Поэтому мы начнем с финального поклона. И поэтому прошу вас, аплодисменты, пожалуйста. Это выступление театра «Четвертая стена», создателем, автором, художественным руководителем и одним из актеров которого был Вадим Жук. У этого театрика, без своего помещения, многочисленной труппы, эффектных декораций и монументальных спектаклей, была всенародная известность. 25 лет он веселил своими смешными, умными и едкими театральными капустниками. Да, я слышал, что Политбюро собирается переходить на хозрасчет. Как они на эти деньги проживут? Полная загадка. Чтоб я был с пищей знаком, выдал мне визитку исполком, чтобы в магазин не нанес визит затесавшийся к нам паразит. Шутить со сцены послевоенный ленинградский мальчик рвался с детства. Я с детства уже занимался самодеятельностью. У меня была в молодости очень такая яркая рожа. Был сильно кудрявый, худой, чистая обезьяна. На сцену драматическую, видимо, был не закрыт путь, потому что такую яркую внешность нужно было оправдывать очень большим талантом, которого у меня не было. Но в театральный институт он все-таки поступил. Правда, не на актерский, а на театроведческий факультет. А поскольку ему хотелось смеяться, причем на сцене, там он и сделал свой первый капустник, за который был отчислен из института. Потом, до создания своего уникального капустного театра, он поработал в Красноярском и Омском ТЮЗах и сыграл в кино молодого Пушкина. Я работал тогда в Омском театре, и из этого театра меня режиссер Мотыль вызвал на съемки своего знаменитого фильма «Звезда пленительного счастья». И приехали мы на Кавказ снимать сцену, где бегает Мария Волконская по волнам, как будто бы, а Пушкин, значит, на нее смотрит. Всего-то навсего мне нужно было, чтобы у меня был живой взгляд. Меня поставили на ящик, чтобы оператору было удобнее. У меня тоскливое выражение лица. И, значит, Мотыль скребет затылки, не знает, что делать. И так потом он подмигивает кого-то. И вдруг какие-то грузинские мальчики на велосипедах по воде, по мелководью проносятся. Это он хотел вызвать у меня оживление в глазах. Ничего. На горизонте Титаник затонул.
Ничего, какие-то обнаженные женщины пробегают. Не вызвало у меня никакой жизни в глазах. И еще главное, что ко мне подошла в разгар этой страшной съемки, ко мне подошла гримерша и сказала: Вадик, не улыбайся, у тебя эмаль желтая. После чего все было кончено. После этого кинодебюта Вадим Жук снимался в фильмах Сакурова, Хотиненко, Суриковой и других режиссеров в небольших, но ярких и запоминающихся ролях. Я скоро уезжаю на войну и уж там развернусь ко всем чертям. На благо науки. Скажите, а откуда вы знаете эту песню? Откуда? А какой еврей не знает песни о маме? Союз таланта и конвоя – это будет замечательный этюд. Наши не возьмут, потому что она ваша. А ваши не возьмут, потому что она наша. Ой, вей, на колени стану. Ах ты, оказия какая. Вам что? Не знаю. Тоже что ему? Значит, водки стакан и бутерброд. Иногда хочется, чтобы всегда. А самому Жуку всегда хотелось продолжать делать смешные и острые пародии и капустники. Он был художественным руководителем и ведущим фестиваля юмора «Золотой Остап» и фестиваля театральных капустников «Веселая коза». Волга красавица, волны роскошные, мимо плывет теплоход. Там химики с нами, ты видишь, дотошные. В рот. Снято. Вадик Жук, тебе спасибо. У меня все на воде. Половина наших девок записалась на уроки. Он был автором ехидных куплетов в радиопередаче «Плавленый сырок». Бой с коррупцией Грызлов день и ночь вести готов. Так должно быть, алкаши бьются с водкой от души. Ага, бьются. А на телевидении вел программу «Простые вещи». Программа Михаила Жванецкого и Вадима Жука. Михаил Михайлович, вам удобно тут? Да. А еще были сценарии мюзиклов, оперет и, конечно, мультиков. Простите, анимационных фильмов. Ах, не люби за красоту, а полюби сердечно. Любовь, как поезд по мосту, умчится вдаль навечно. А нам без них на свете жизнь не гоже. А нас одних любовь обидеть может. Много лет Вадим Жук был ведущим фестиваля анимационного кино «Суздальфест». Радость над пансионатом, здесь улыбкой аниматора встречает аниматор. И горит огнем яранга, и подобно бумеранга к нам из прошлого влетает Чунга-Чанга. В этом году он снова готовился вести открытие фестиваля. Но в последний момент поступило указание его заменить. Церемонию открытия он наблюдал из зрительного зала. Вечером опубликовал свое последнее стихотворение. Утром, после завтрака, поднялся в свой гостиничный номер. И умер. Я почти ничего не рассказала о его стихах и о нем как о поэте. Может быть, и не надо? Ведь эти его стихи, которые он писал всю жизнь, веселые и остроумные, светлые и грустные, а в последнее время все чаще пронзительно трагические, не умерли. Они остались в ваших человеческих душах. Остались они и со мной. Я долго не решалась закончить этот разговор о Вадиме Жуке своей песней на его стихи. Но потом вспомнила, как Вадим Семенович в конце нашей первой встречи с ним похвалил меня и попросил спеть. Так что... Нейра, хочу сказать тебе спасибо
Ты справилась. Пой, девочка, пой. Небый домик подле храма, у столетия на краю, небый домик Мандельштама, до садов